Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы Flexby в AMO CRM. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Flexby. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Flexby к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы Flexby. Перейдите в ваш личный кабинет Flexby. Перейдите в раздел «Настройки», в раздел API и добавьте Webhook. Вставьте скопированную ранее ссылку и сохраните изменения. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить форму на сайте, для того чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые здесь отобразятся после заполнения данных на платформе Flexby. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Flexby успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Теперь необходимо указать действие, например, отправка сделок. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в личный кабинет AMO CRM. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Далее необходимо указать воронку и статус, в котором будут создаваться новые сделки из Flexby. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, который будет отправляться в AMO CRM на основе данных из Flexby. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в AMO CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в AMO CRM успешно завершена.
Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!